Глава 30. Сэлянь спросил. Собиратель цветов под кровавым дождем. Хуа Чен произнес в ответ: «Ваше Высочество, наследный принц». Сэлянь развернулся к нему и, улыбаясь до ушей, заметил. «А ведь я в первый раз слышу, чтобы ты меня так называл». Юноша в красных одеждах, сидя на циновке, вытянул одну ногу и с такой же широкой улыбкой поинтересовался. «Ну и как ощущения?» Сэлянь, призадумавшись, искренне ответил. «Кажется, в сравнении с тем, когда меня так называют другие, ощущения немного отличаются». Хуа Чен спросил. И в чем же?» Сэлянь слегка наклонил голову набок, прищурил глаза и проговорил. «Я и сам не могу объяснить, просто другие звали принца его высочеством либо без какой-либо эмоциональной окраски, к примеру, во время официального обращения по служебным делам, как это делала Линвэнь, либо с намерением подшутить, как если бы уродца называли красавцем, причем делали это умышленно с ноткой сарказма. Но произнесенное Хуа Ченом «Ваше Высочество» было сказано с предельным почтением, словно принц являлся драгоценной особой. Поэтому, даже не в силах выразить словами, Сэлянь все же ощутил, что обращение «Ваше Высочество» в устах Хуа Чена звучит не так, как от кого бы то ни было другого. Сэлянь произнес: «Тот жених, что вел меня за собой на горе Юйцзюнь, это ведь был ты». Уголки губ Хуа Чена приподнялись еще чуть выше. Сэлянь лишь тогда понял, как двусмысленно прозвучал вопрос, и сразу же исправился. «Я имел в виду, это ведь ты прикинулся женихом, что увел меня за собой на горе Юйцзюнь». Хуа Чен возразил: «Я не прикидывался». Его слова в данной ситуации прозвучали вполне правдиво. Ведь в ту ночь юноша не сказал ему ни слова лжи о том, что он новобрачный и все прочее. Строго говоря, он вообще ни словечка не проронил, только остановился у двери паланкина и протянул руку. Принц по собственной воле пошел за ним. Сэлянь произнес: «Что ж, хорошо, в таком случае, почему ты в ту ночь оказался на горе Юйцзюнь?» Хуа Чен ответил: «На этот вопрос можно дать два разных ответа. Первый: я специально отправился туда, чтобы встретиться с вашим высочеством наследным принцем. Второй: просто проходил мимо, от нечего делать». Как ты думаешь, какой ответ более правдоподобен? Подсчитав то время, которое Хуа Чен потратил, находясь подле него, Сэлянь ответил: «Не уверен, какой ответ более правдоподобен, но тебе, кажется, в самом деле больше нечего делать». Он начал ходить кругами вокруг Хуа Чена и внимательно изучать его взглядом. Спустя несколько кругов принц кивнул и заключил: «Ты не совсем такой, каким тебя описывают легенды». Хуа Чен сменил позу, но руку из-под щеки так и не убрал, внимательно глядя на принца. «Ау, в таком случае, как ваше высочество наследный принц выяснил, что я и есть собиратель цветов под кровавым дождем». В голове Сэляня замелькали воспоминания: зонт, которым Хуа Чен укрывал его от кровавого дождя, нежный звон серебряных цепочек, ледяной металл наручей, после чего принц мысленно заключил: «Ты даже не пытался как следует скрыть это от меня». Вслух же произнес: «Неважно, как я это выяснил, но придраться к маскировке невозможно, и это неизбежно навело на мысли о ранге непревзойденной. Одежды на тебе красные, словно клен или кровь. Ты будто знаешь все на свете, для тебя нет ничего невозможного, как нет в тебе ни капли страха». Под такое описание, помимо собирателя цветов под кровавым дождем, от звуков имени которого меняются в лице все бессмертные небожители, кажется, трудно подобрать более подходящего претендента. Хуа Чен с улыбкой произнес: «Ты так меня описал, могу ли я принять это как похвалу?» Сэлянь подумал: «Разве ты не понял, что это она и была?» Улыбка Хуа Чена немного поблекла, когда он спросил: «Столько слов было сказано, почему же ваше высочество наследный принц до сих пор не спросил, для чего я сблизился с ним?» «Сэлянь, если ты не захочешь говорить, то не скажешь, даже если я спрошу. Или же ответ твой не будет правдивым». Хуа Чен возразил: «Вовсе не обязательно. Кроме того, ты даже можешь меня прогнать. Сэлянь, ты владеешь столь удивительным магическим мастерством, что даже если я сейчас тебя прогоню, разве ты не явишься снова в ином обличии, если в самом деле захочешь сделать мне пакость?» Они посмотрели друг другу в глаза и рассмеялись.
Неожиданно временное спокойствие монастыря водных каштанов нарушил звук, будто что-то покатилось. Собеседники обратили взор на источник звука, но не увидели никого, лишь черный глиняный сосуд, который катался по полу. То оказался сосуд, в котором для восстановления сил была заключена душа Бань Юэ. Сэлянь мимоходом поставил его на циновку, когда вошел, но в какой-то момент сосуд перевернулся и докатился до самых дверей, где его и задержала сделанная Хуаченом дверь. Теперь сосуд раз за разом бился об нее. Сэлянь, испугавшись, что так непрочная глина разобьется, подошел, чтобы открыть дверь. Маленький сосуд выкатился на траву перед монастырем. Сэлянь последовал за ним, но, оказавшись на траве, сосуд сам по себе встал ровно. Это был всего лишь обыкновенный глиняный горшок, но наблюдателю могло показаться, что он как будто смотрит наверх, где в небе сияют звезды. Хуачен тоже вышел из монастыря водных каштанов. Сэлянь обратился к сосуду. «Бань Юэ, ты пришла в себя». К счастью, когда они вернулись из пустыни, здесь уже стояла глубокая ночь. В противном случае, если бы кто-то из местных увидел, как Сэлянь стоит под звездами и спрашивает, как себя чувствует глиняный горшок, скорее всего, люди устроили бы переполох. Спустя какое-то время из сосуда раздался печальный голос. «Генерал Хуа». Сэлянь присел на траву рядом с ней. «Бань Юэ, выходи посмотреть на звезды. Не хочешь выйти посмотреть?» Хуачен встал неподалеку, опершись о дерево, и произнес. Она только что покинула город Баньюэ, все-таки ей лучше какое-то время побыть внутри. Бань Юэ провела целых 200 лет в государстве Баньюэ, и такая резкая смена обстановки наверняка будет для нее непривычной. Сэлянь согласился. Что ж, тогда оставайся внутри подольше, восстанови силы как следует. Это место, где я занимаюсь самосовершенствованием, здесь тебе нечего бояться. Сосуд качнулся из стороны в сторону. Не совсем ясно, что девушка хотела этим выразить. Поразмыслив, Сэлянь добавил. «Бань Юэ, если честно, в этот раз ты совсем ни в чем не виновата. Ведь твои скорпионовые змеи Бань Юэ. Генерал Хуа, тогда я лишь не могла пошевелиться, но слышала все, о чем вы говорили». Услышав эти слова, Сэлянь в нерешительности застыл. Он лишь теперь осознал, что Пэйсу забрал у Бань Юэ только способность двигаться, но сознание не запечатал. Принц произнес, так даже лучше, что она все слышала. Из сосуда раздалось, генерал Хуа, что теперь будет с младшим генералом ПМ. Сэлянь убрал руки в рукава и ответил, не знаю, но каждый должен принять наказание за свои ошибки. Спустя недолгое молчание сосуд снова качнулся из стороны в сторону. На этот раз Сэлянь наконец понял, такие покачивания означают кивок головой. Бань Юэ произнесла, на самом деле младший генерал Пэй вовсе не такой плохой человек. Правда, да, Бань Юэ добавила, он помогал мне. По какой-то причине в памяти Сэляня внезапно промелькнуло еще одно воспоминание. Бань Юэ часто подвергалась побоям. Если выражаться словами других детей Юнань, у нее был такой вид, что ее так и хотелось поколотить. Сэлянь узнал об этом лишь спустя долгое время после знакомства с девочкой. Ведь сколько бы раз Бань Юэ не подвергалась избиениям, она никогда не говорила об этом. И Сэлянь не знал до того дня, пока своими глазами не увидел, как группа детей окунает ее лицом в грязь. Тогда он понял, откуда взялась вся эта синева на лице девочки. Однако впоследствии, сколько бы он ее ни спрашивал, девочка помнила лишь юношу, который вытащил ее из грязной канавы, помнила, что должна вернуть ему выстиранный платок, который он оставил ей, чтобы стереть грязь с лица. Других воспоминаний у нее не осталось. Бань Юэ стерла из своей памяти людей, которые побили ее. Но того, кто однажды ее спас, девушка запомнила на всю жизнь. Бань Юэ добавила, и пускай Кэмо бранился, что Пэйсу забрал у меня способность ясно мыслить, он вовсе не использовал меня. Но это и не важно. Я знаю, что желание открыть городские ворота было моим собственным. Сэлянь сам не знал, что следует сказать. Только ощутил, как где-то в сердце что-то смягчилось. Спустя какое-то время он похлопал глиняный сосуд рукой и произнес. Ну ладно, все уже в прошлом.
Кстати, Бань Юэ, Хуассе, это не настоящее имя, да и я давно перестал быть генералом, ты можешь больше не называть меня так. Бань Юэ спросила, но тогда как мне следует вас называть? Она задала непростой вопрос, ведь если девушка станет звать его как положено, «Ваше Высочество наследный принц», это будет звучать немного странно. Сэлянь, впрочем, никогда не обращал внимания на форму обращения к себе, просто выдумал другую тему для разговора, поэтому ответил девушке. «А вообще знаешь, называй как тебе хочется. Генерал Хуа тоже сойдет». Вот только здесь присутствовал еще один человек с фамильным знаком Хуа, что могло внести некоторую путаницу в беседу. Поразмыслив над этим, принц подумал вот о чем. Хуассе, имя, безусловно, выдуманное, фамилию он взял из титула бог войны в короне из цветов, так почему бы имени Хуачен также не оказаться выдумкой? Выбирая псевдонимы, они оба избрали одинаковую фамилию, весьма любопытное совпадение. Его размышление прервала Бань Юэ. «Простите, генерал Хуа». Сэлянь повернулся к сосуду и немного расстроенно поинтересовался. «Бань Юэ, ну почему ты все время просишь у меня прощения?» Бань Юэ ответила, «Я стремилась помогать простым людям, попавшим в беду». Сэлянь, Бань Юэ, генерал Хуа, это ведь вы когда-то сказали. Сэлянь, он торопливо накрыл сосуд руками и проговорил. «Постой, подожди, Бань Юэ, чего подождать?» Сэлянь скосил взгляд на Хуачена, который стоял неподалеку под деревом, скрестив руки на груди. Затем тихо спросил, «Я правда когда-то такое говорил?» Фразу эту принц, вне всякого сомнения, больше всего любил повторять, когда ему было около 17. Но в последние пару сотен лет он по понятным причинам даже не упоминал о ней. Теперь же, внезапно высказанная вслух, фраза нанесла Сэлиню такой серьезный удар, что он не смог его стерпеть. Бань Юэ же заметила, «Генерал, вы это говорили». Сэлянь, все еще пытаясь воспротивиться, протянул. Вовсе не говорил. Бань Юэ же серьезно и безжалостно пресекла его попытки. «А нет, говорили. Однажды вы спросили, чем я хочу заниматься, когда повзрослею. Я ответила, что не знаю, и вы спросили, как же можно не знать, чем хочешь заниматься, когда вырастешь? Тогда я поинтересовалась, а вы, генерал Хуа? И вы ответили, с самого детства я мечтал об одном – помогать простым людям, попавшим в беду». «Вот оно как!» – Сэлянь воскликнул. «Да ладно, Бань Юэ, зачем ты так хорошо запомнила фразу, которую я сказал, совсем не подумав?» Бань Юэ, не подумав. «Но, генерал Хуа, мне показалось, что вы говорили очень искренне». Сэлянь сдался и поднял взгляд к небесам со словами. «Ха-ха, правда, возможно, так и было. Я уже ничего не помню из того, что еще говорил. Бань Юэ, еще вы говорили, делай то, что тебе самой кажется правильным, ничто не должно вставать у тебя на пути, даже если ты упадешь в грязь 100 раз, найди в себе силы подняться, и многое другое, вроде этого». ПФФ поворачиваться не было нужды, чтобы понять, наверняка это Хуачен под деревом рассмеялся, услышав ее слова. Сэлянь, даже закрывая глиняный сосуд руками, не мог заглушить голос Бань Юэ, и подумал. Что за бесполезная чепуха и почему я так любил бросаться подобными фразами? Я ведь совсем не такой человек, я действительно такой человек. Бань Юэ, но я не знаю, что было правильным. Услышав ее слова, Сэлянь неловко застыл. Бань Юэ, я хотела, как и сказал генерал Хуа, помогать простым людям, попавшим в беду. Но в итоге я уничтожила государство Бань Юэ. Затем растерянно добавила, и к тому же, кажется, неважно, какой путь я бы избрала, результат был бы ужасен. Генерал Хуа, я знаю, что поступила плохо, но можете ли вы указать мне, в чем именно я ошиблась? Как я должна была поступить, чтобы в самом деле, как вы и сказали, помочь людям, попавшим в беду? Сэлянь, прости меня, Бань Юэ. Как помочь людям, попавшим в беду, как спасти абсолютно всех? Ответа на этот вопрос я никогда не знал, не знаю и сейчас. Спустя несколько мгновений Бань Юэ произнесла. Генерал Хуа, честно говоря, мне кажется, что все эти 200 с лишним лет я даже не знала, что делаю.
Я ужасная неудачница. Услышав ее слова, Сэлянь расстроился пуще прежнего и подумал. Но разве я в таком случае не еще более ужасный неудачник? Я-то целых 800 лет так мотаюсь, оставив призрак Бань Юя в одиночестве смотреть на звездное небо из глиняного горшка, чтобы девушка немного успокоилась и пришла в себя. Сэлянь и Хуачен вернулись в монастырь водных каштанов. Затворив дверь, Сэлянь выпалил. Бань Юй осталась в крепости, потому что сама того пожелала, а не потому, что стала пленницей тех мест, обернувшись свирепой. Она от начала до конца помнила, что сама открыла городские ворота, и никогда не искала себе оправданий вроде «я поступила так ради высшей справедливости и блага всего народа». Чтобы умерить темную энергию воинов Баньюя, утолить их жажду мести, чтобы их души как можно раньше вознеслись для перерождения, она позволяла Кэмо и остальным убивать себя снова и снова. Сэлянь покачал головой со словами. Честно говоря, если младший генерал Пэй действительно не хотел оставлять воинов Баньюя на этом свете и также не мог позволить, чтобы кто-то на верхних небесах что-то заметил, он мог тайно создать двойника, который расправился бы со всеми воинами. Для чего нужно было избирать именно такой способ? Хуачен ответил, силы двойника ограничены. Ты и сам видел этого Аджао, которого создал Пэйсу. Ему не под силу единовременно расправиться с таким количеством воинов Баньюя, оставалось только кормить их живыми людьми, как скот. Так темная энергия рассеивается быстрее, да и способ самый простой. Сэлянь, но для чего нужна была такая спешка? Хуачен. Возможно, он хотел сократить страдания малышки Бань Юя вместе с количеством повешений. Помолчав секунду, Сэлянь спросил. Но что насчет простых смертных? Хуачен бесстрастно ответил. Он ведь небожитель, для него жизни простых смертных, что жизни муравьев, не более того. Пэйсу – типичный представитель высшего общества небожителей. Пока никто не разузнал об этом, для него убить несколько сотен людей было все равно, что раздавить несколько сотен букашек, разницы никакой. Сэлянь глянул на него и вспомнил, как Сань Лан после прыжка в яму грешников в одно мгновение расправился со всеми воинами Баньюя на дне ямы. Отвернувшись, принц заметил, силы двойника ограничиваются в любом случае. На мой взгляд, твой двойник очень даже силен. Хуачен же приподнял бровь, глядя на принца, и ответил. Разумеется, однако я нахожусь в своем истинном воплощении. Сэлянь обернулся и с легким изумлением спросил. А, это твое истинное воплощение, Хуачен, самое что ни на есть истинное. Если кого и винить в случившемся далее, так это самого Хуачена, поскольку он произнес последнюю фразу с таким выражением, будто приглашал принца лично убедиться в этом. Поэтому Сэлянь, не успев осознать, что творит, протянул палец и коснулся щеки Хуачена. Ткнув пальцем в лицо собеседника, Сэлянь резко опомнился и множество раз повторил про себя «плохо, плохо, плохо». Ему просто было интересно, какова на ощупь демоническая личина князя демонов ранга непревзойденной. Однако принц и не думал, что тело окажется быстрее мысли, вскинет руку и ткнет юношу в лицо. Это просто не лезло ни в какие ворота. Когда Сэлянь без предупреждения дотронулся до его лица, Хуачен, кажется, тоже немного изумился, однако, будучи всегда спокойным, он быстро пришел в норму и ничего не ответил, лишь одна бровь приподнялась еще чуть выше. Да улыбка в глазах заиграла очевиднее некуда, словно он ждал объяснения от принца. Сэлянь, разумеется, никакого объяснения дать не мог. Посмотрев на свой палец, он убрал руку, будто ничего не произошло, и произнес. Недурно. Хуачен наконец в голос расхохотался. Скрестив руки на груди, он наклонил голову и спросил. Что именно недурно? Этот облик показался тебе недурным. Сэлянь, не кривя душой, ответил. Ага, очень даже ничего. Но Хуачен, но, что? Сэлянь уставился на его лицо и внимательно пригляделся. В конце концов, принц все же решился спросить. «Но могу ли я взглянуть на твой истинный облик?» Произнесенная Хуаченом фраза «этот облик» определенно означала, что, несмотря на истинное воплощение, облик его все же не был истинным. А значит, образ молодого парня, вовсе не его настоящее обличие. На этот раз Хуачен не спешил с ответом. Он опустил скрещенные на груди руки,
И, возможно, принцу лишь показалось, но взгляд юноши несколько померк. Сердце Сэляня взволнованно ёкнуло.